Рыбы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на декабрь 2023 года. Вот мы с вами завершаем годовой цикл, поэтому посмотрим, с какими энергиями вы окончите этот период и с какими энергиями войдете в 2024 год. Знаю, что вы длительный период ожидали вашего расклада. К сожалению, ноябрь-декабрь для многих практиков это загруженный период, поэтому уж простите, что так выходит. Но я надеюсь, что все-таки еще есть время, да, и как следствие вы сможете взять себе эту информацию на вооружение. Смотрим общие энергии месяца, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Что же вас ожидает в течение этого периода? И основными энергиями месяца ложится аркан двойка монет. Сам по себе аркан указывает на перспективы поиска альтернативы в какой-либо сфере жизни. Будь то альтернатива поиска по работе или совмещение двух вакансий. Для кого-то, может, кто-то будет сопоставлять, сравнивать и искать себе партнера или партнершу. Некоторые будут заниматься стабилизацией, адаптацией своего здоровья. В целом это аркан, когда, знаете, как попытки адаптироваться под ситуацию и найти для себя лучшие из возможностей решения тех либо иных вопросов. Посмотрим, в какой сфере он будет звучать в большей степени. Здесь ложится паж жезлов. Нельзя сказать, что это такая ситуация и в вашем, и нашем. Это в большей степени такой момент или акцент, когда вам нужно выступать в роли дипломата и соблюдать интересы сразу нескольких сторон. В особенности, если вы разруливаете конфликты, либо напряженные взаимоотношения ваших близких, ваших коллег или, может быть, друзей. То есть это такая вот позиция, когда вы сохраняете нейтралитет, но при этом действительно пытаетесь грамотно выстраивать общение со всеми участниками текущей ситуации и разобраться в их задачах, в их мыслях, в их потребностях и для себя понять, как вам плыть по ветру, с кем отношения поддерживать, с кем, возможно, нет. Ну и, конечно же, двойка монет и паж жезлов – это адаптироваться к общению, к отношению со своими детьми или внуками, если таковые у вас есть. В особенности, если у них переходный возраст, и как следствие у вас может быть такая ситуация, когда отношения становятся напряженными. Смотрим с вами сферу работы. Здесь ложится девятка чаш. Девятка чаш – это удовольствие, это карта наполнения, эмоционального насыщения, радости, довольства от того, чем вы занимаетесь. То есть тут гореть своим делом, тут действительно получать максимум эмоций, и прям для многих может быть действительно как на работу, как на праздник. И карта, которая указывает на период радости, сабантуев, корпоративов, встреч. Я понимаю, что не для всех стран это актуально. Поверьте, я не снимаю расклады для какой-то конкретной страны. Это снимается, в принципе, для всех представителей того либо иного знака зодиака на всем земном шаре. Поэтому карта просто указывает, что таковые энергии будут присутствовать в вашей жизни. Поэтому хочется легкости, радости, праздника, каких-то приятных встреч, поздравлений, допустим, ваших клиентов, партнеров, коллег. То есть все на каких-то вот приподнятых эмоциях. Посмотрим, о чем будет говорить этот аркан для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может. По аркану справедливость – это желание взвесить, во-первых, все за и против, свои возможности, свои перспективы и пытаться не только оттачивать мастерство, но, допустим, легализовать свое любимое дело, свою отдушину. Почему я так говорю? Потому что, обратите внимание, одну колоду у вас ложится четверка монет. Это то, что вам даст стабильность, даст зону комфорта, заработок и какую-то вот структуру в жизни, то есть дело, ради которого вы живете, которым вы горите, и которое действительно как вас согревает, для кого-то может вытягивать из каких-то ситуаций. Если же вы у нас являетесь соискателем, то девятка чаш и колесница – это как прорыв. Потому что есть работа, есть карьера, есть трудоустройство. Может быть, у кого-то в дистанционном порядке. Для кого-то это может быть просто ниша логистики. А для некоторых это переезд, сопряженный с трудоустройством. Будь то другой город, регион или страна. Если вы у нас наемный сотрудник,
Девятка чаш и императрица. Это признание со стороны руководства. Это рост, это укрепление своих позиций, это перспективы увеличения дохода, это повышение по карьере. Но также есть свое одно но. Девятка чаш и императрица – это может быть такая ситуация, когда вы хотите вкусить свой хлеб и работать на себя любимых, потому что десятка монет – это может быть как создание семейного бизнеса, вы видите здесь большие перспективы и, как следствие, больший доход. Но и для некоторых, поскольку это также карта коллектива, вы можете подняться на ступеньку выше в текущей иерархии. Если же вы у нас владелец собственного дела, девятка чаш и король монет, это помощь, это поддержка, это в первую очередь протекция со стороны мужчины земной стихии, телец, дева или козерог. И помимо всего прочего, это плодотворный месяц, потому что здесь партнеры могут возвращать какие-то ресурсы, приток новых клиентов, новые доходы, то есть увеличение заработка. И некоторые могут вкладываться в расширение или в обустройство своего дела. Финансовая сторона вопроса тройка чаш. Ну, у вас, видите, как тема идет. Тройка чаш – это гуляем на все. Это траты на удовольствие, на праздники, на сабантуи, на корпоративы, на себя любимых, на классное времяпрепровождение, на отдых. И я могу сказать, ресурсов будет хватать на все. И на базовые потребности, и на большее. Единственное, что я не вижу, чтобы вы копили в рамках этого месяца, это все-таки тратить на себя любимых, на удовольствие. Но, тем не менее, приток денег есть, и это не может не радовать. Вопросы здоровья. А вот здесь десятка мечей. Акцент на то, что нужно обратить внимание на свое состояние и самочувствие. Что же у нас здесь не так? Десятка мечей, восьмерка жезлов. Это может быть вопросы лихорадки, температуры. Это как ОРЗ, грипп. Вы можете быть подвержены этому в декабре месяце. Поэтому укрепление иммунитета – это ваше все. Плюс, поскольку у нас десятка мечей также указывает на спину, десятка мечей с восьмеркой жезлов – это могут быть растяжения. Это, не дай бог, но могут быть там трещины в костях. Поэтому, пожалуйста, осторожно, берегите себя, если вы живете в таких регионах, где уже очень холодно, гололед. Поэтому здесь могут быть такой вот месяц травмоопасный. Анализируем ситуацию по личной жизни. А вот здесь у нас ложится рыцарь жезлов. Это карта страсти, карта влечения, скорости, ну и, конечно же, развития отношений. Посмотрим, как она будет для вас звучать, для тех, кто у нас свободен. Рыцарь жезлов, четверка жезлов. Ну, это обретение стабильности. Это знакомство с человеком, с которым вы будете состоять в союзе, выстраивать партнерские взаимоотношения. У кого-то это может привести действительно к созданию нечто более прочного, то есть к созданию семьи. Если же вы у нас состоите в любовных треугольниках, то рыцарь жезлов и карта мир. Это пытаться завоевать внимание, время вашего партнера или партнерши, сконцентрировать его полностью на себе, так сказать, на своем мире. Это как быть в закрытом мирке. Это упиваться вниманием, временем друг друга, любовью, заботой. Также здесь могут быть вопросы совместных поездок, путешествий и отдыха. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас в стабильных союзах, рыцарь жезлов и тройка монет – это активная работа над собой, над вашими отношениями, над их структурой. Это сама по себе ситуация, когда вы будете гореть тем, чтобы улучшить ваши отношения, потому что, открываю колоду, здесь ложится семерка чаш. Это пытаться реализовать как мечту вашего партнера или партнерши, так и, допустим, какую-то совместную идею. Например, поездка на отдых или какая-то дорогостоящая покупка. Но все то, что вас порадует совместно и тем самым эмоционально сплотит. Смотрим рекомендации от карт. Паж мечей. Паж мечей – это, знаете, как ситуация подведения итогов. Анализируй и действуй, разделяй и властвуй. То есть проанализировать, как прошел ваш год. Что вы успели сделать, что сделали, что, может быть, сделали больше, нежели того, что планировали. То есть над чем нужно еще поработать, какие процессы были в плюс, какие в минус. То есть это, знаете, так подвести черту. Почему? Потому что последующий год у нас будет высокосным, очень важным, очень знаковым и значимым. Это, знаете, как этапки подготовки к глобальным переменам. Посмотрим, о чем же у нас здесь будет говорить неожиданность периода. Что здесь по факту? Итак, рыбы, сердце,
башня, и здесь падает карта гора. У нас здесь изображена, вот как мы видим, в качестве собора, но сейчас немножко речь не об этом. Это сама по себе ситуация, как взойти на гору, преодолеть какие-то проблемы, сложности, взойти на этот пик. И для многих это будет связано в первую очередь с выражением чувств, эмоций, с прояснением ситуации, обретением отношений или стабилизацией текущих союзов. Это как признаваться в чувствах, волеизъявлять свои какие-то эмоции, цели в отношении партнера или партнерши. То есть, как бы подарить вашему партнеру весь мир. Это может быть действительно и романтическое путешествие, и отдых. То есть создать из ваших отношений структуру. Для тех, для кого не актуальны вопросы личной жизни, потому что есть и ряд таких людей, кому это, в принципе, они мне пишут, мне это неинтересно, говорите мне о деньгах. Так вот, для тех, для кого актуальны деньги, карьера и так далее. Это деньги, которые могут приходить через отношения, это раз. Деньги, которые могут приходить с любовью от любимого дела, которое вы развиваете, выстраиваете структуру. Потому что как гореть своим делом, своей какой-то профессией, своим увлечением, это добиться каких-то новых высот. Ну и, конечно же, здесь будет прекрасный доход. Вот такой у вас месяц, такой период. Конечно же, закрою вам все со знаком плюс. Вы, пожалуйста, по прошествии этого месяца дайте знать, напишите, как для вас прозвучала информация. Срезонировала ли она с вами и, в принципе, какие события у вас произошли. Мне будет интересно почитать. Думаю, представителям вашего знака зодиака тоже. Поэтому жду от вас энергообмена. Благодарю вас за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.